Война. День 321. Ситуация на фронтах. В Минобороны РФ заявили о успешном проведении операции «Возмездие», в рамках которой они якобы отомстили за уничтожение своих мобилизованных в Макеевке. Россияне показывают кадры с воронками в земле и пытаются всем доказать, что таким образом они убили сотни украинских военных. Вот правда никаких следов тех самых украинских военных на кадрах не видно. И это скорее больше похоже на отомщение за Макеевский родничок, если вы понимаете, о чем я. Альянс Свободы. США объявили очередной рекордный пакет военной помощи на сумму в $3 миллиарда. И это спустя всего 2 недели от предыдущего рекорда на сумму в 2 миллиарда в честь приезда Зеленского, когда пакет включал системы ПВО Patriot. Таким образом, за 2 недели США потратят на закупки вооружения в 7 раз больше, чем было потрачено Украиной за весь 2021 год. Из примечательного, в последний пакет включены БМП М2 Брэдли в количестве 50 штук, причем в версии А2, которая включает модификации, учитывающие опыт эксплуатации в операции «Буря в пустыне», включающую систему навигации, лазерный дальномер, тепловизор и инфракрасную систему пассивной защиты от ПТРК. Брэдли – отличные боевые машины пехоты, которые превосходят советские БМП как в бронировании, так и в вооружении. Броня данной машины способна выдержать 30-мм снаряды, а 25-мм пушка пробивает на расстоянии в 2 км любую российскую БМП. Также у Брэдли есть ПТРК ТОУ, с помощью которого можно уничтожить танк. Экипаж состоит из 3 человек и еще 6 мест для десанта. Восток. Россия продолжает обстреливать приграничные районы в Черниговской, Сумской и Харьковской области, а из комплексов С-300 россияне обстреляли рынок Шевченкова, где убили женщину. Бои идут по линии Сватово-Кременная, но о продвижениях неизвестно. На правом берегу Северского Донца, похоже, российское командование спустя полгода поняло, что их армия не способна захватить Бахмут, и теперь они нашли цель поменьше, которую в случае успеха можно будет объявить победой, а именно захват Солидара. Для этого россияне перебросили 5 дополнительных батальонов десантников под Бахмут, что является довольно серьезным усилением для нынешнего этапа войны, и с их помощью они уже продвинулись в Солидаре. Это профессиональные и хорошо оснащенные военные, в отличие от мобилизованных и вагнеровских зэков. Все их штурмы сопровождаются обильным артиллерийским огнем и поддержкой с воздуха, да и волны вагнеровцев никуда не делись. Россиянам удалось взять под огневой контроль основной путь снабжения Солидара. Тем не менее, бои за город продолжаются, и он остается спорным. За Бахмут также идут бои, хоть и с меньшей интенсивностью. Дальше бои в районе Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки, но линия фронта не изменилась. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями. Огромное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Я немножко сделал отдых, но дальше планирую выходить регулярно.